Приветствую всех на канале. Ролик об уликах. Ульях. Сразу оговорюсь, я не пчеловод, и поэтому в терминологии могу путаться. С медом меня связывают всего два пункта. Это непосредственно изготовление самих уликов и потребление меда. Посмотрев на ютубе несколько роликов по изготовлению данной конструкции, я, честно говоря, ничего не понял. Поэтому свой ролик построю так. Сначала изготовление какой-либо детали, потом чертежик, схемка с ее размерами. Ну или наоборот схемка, а потом процесс изготовления. В общем, затянул я с рассказами. Приятного просмотра. Жду ваших оценок, отзывов в комментариях. Ну и подписывайтесь на канал. Уже откалиброванные доски я склеиваю в щиты. Получается по 4 делянки. Щит получится 540 миллиметров. Это уже полный размер самого улика, не считая крышки. Щиты мне понадобится 3 длиной по 96, это с запасом. И один щит длиной 106 сантиметров. Это полный размер, не считая крышки. Затем я его распилю на основную часть и наставку. И буду выбирать четверти под сами рамки и под стыковку наставки и основной части, а также под стыковку с крышкой. Также выберу четверти для того, чтобы стыковать боковины. Щиты высохли, излишки клея я убрал. Сейчас на циркулярке выставлю 165 миллиметров, это будет наставка. Отрежем, а затем уже выпилим в размер детали для основной части улика. Наставки мы пилили 165 миллиметров, пока они нам не понадобятся. Теперь нам надо сделать передние и тыльные стороны. Передняя сторона 325 миллиметров и тыльная с запасом под дно 365 миллиметров. А также боковины. Боковины я делал сразу вместе, потом я их распилю по 500 миллиметров по длине. Их также делаем запасом по 365 миллиметров под дно. Вот что у нас пока получается. 365 миллиметров, 325 миллиметров, 165 миллиметров. И здесь на боковины также 365 миллиметров и 165 миллиметров. Бруски, которые у нас остались от распила щита 325 миллиметров, мы также не выбрасываем. Они у нас потом пойдут на дно. Это будет своеобразная подставка, импровизированные ножки, чтобы наш улик не стоял на голой земле. Ну или куда его поставит пчеловод. Теперь нам надо на саму крышку распилить еще бруски в высоту 65 миллиметров.
Всего напилил. Теперь надо это все отторцевать под 90 градусов и выпилить в размер по длине. Передние и задние стенки по 920 мм и боковые стенки по 500 мм. Делать я буду это на своем станке с помощью торцовочной каретки. Заготовки готовы. Это передние стенки, тыльные стенки и заготовки для наставок. Теперь надо сделать выборку под рамки для пчелиных сот. Для этого я убрал расклинивающий нож, настроил пилу. Выборка у нас будет 15 на 12 мм. Сначала пройдем торец, а потом боковины после перенастройки. Все пропилы я сделал. Станок перенастроил в обратное положение, то есть пила выходит на 12 мм, а расстояние до линейки 15 мм по краю пильного диска. Сейчас пройдем все еще раз, и у нас получится выборка под рамки для сот. Выборку под рамки для сот мы сделали. Она с внутренней стороны. Передние и задние детали. На боковушках мы пока ничего не делали. Теперь нам надо сделать выборку с наружной части. Практически на всех деталях. На основной части улика, на наставках, на боковинах, кроме крышки. Я буду делать 16 мм на 10 мм. Станок я уже настроил таким образом, чтобы вылет пилы составлял 10 мм, а наружный край пильного диска до линейки составлял 16 мм. Перенастроили станок. Теперь у нас вылет 16. Расстояние до линейки по краю 10. И все процедуры в обратном порядке. Задние, передние, также боковые стенки основного улика мы пока откладываем. А в наставках, также в боковинах, нам надо сделать выборку, опять же с внутренней стороны, 25 на 11. Также здесь будут участвовать бруски, которые мы запиливали для крышки. Также необходимо сделать выборку. Станок настраиваем также
как в предыдущих операциях. Особо заострять внимание не буду. 10 мм вылет, 25 расстояние до линейки. Делаем рокировку пилы с линейкой. То есть здесь 25, а здесь 10. И сыпем рейки. Вот что у нас пока получается. Это задняя стенка, наставка и крышка. Все выборки сделаны. Это выборка и эта выборка под рамки для сот. Здесь выборка под наставку. Здесь выборка под крышку. Теперь для исключения зазоров и более надежного соединения по всей высоте нам необходимо сделать выборку для соединения с боковиной. Ее размеры будут 40 на 25. То есть здесь останется 1,5 сантиметра. Делать я буду это, естественно, с каждой. Далее под дно на задней стенке необходимо сделать такую же выборку. И выборки на боковинах. На передней стенке мы пока оставляем все как есть, потому что мы ее делали 325 миллиметров. Здесь 365 миллиметров. Поэтому здесь под дной будем делать выборку. Это задняя стенка. Для этого я уже настроил пилу. Вылет 25 миллиметров. И до линейки 40 миллиметров. Опять же перенастраиваем станок. 40, 25 по краю. Вот пока что получается. Я составил просто без креплений основную часть улика. Также нет дна еще. Но самое время замерить. Рамка, как видите, давно уже не рабочая. Но для замеров пойдет. Пчеловоды, кто мне заказывал улики, всегда просят, чтобы у рамки был довольно свободный ход. Потому что пчелы это все так зафиксируют, что потом очень трудно вынимать. И такая же ситуация у нас будет с наставкой и с крышкой. Крышка пока только каркас, потому что сейчас мы будем делать все технологические отверстия. Это входы для пчел и вентиляцию. Отверстие будет диаметром 25 миллиметров. Я буду делать перьевым сверлом. Выскочит схемка, будут видны координаты и расположение отверстий. И такую же процедуру делаем в наставке. А в боковинах крышки
мы делаем вентиляционное отверстие посередине, отступая 25 миллиметров. Здесь диаметр отверстия будет у нас 20-22. У меня будет 20. Обязательно подкладываем брусок, чтобы не было сколов с этой стороны. С отверстиями закончили, переходим к фрезерным работам. Для начала нам нужно сделать по всей длине, как на основной части, так и на наставке, пропил на передней стенке и на задней. Здесь будет устанавливаться перегородка между ульями, проще говоря, между пчелиными семьями. Я это буду делать фрезой, восьмерочкой, с помощью правила. Правило будет служить направляющей. Я отмерил, что от центра до края 70 миллиметров. И с этим учетом прикручу правило. Делать я буду сразу на обоих, поэтому совместил их. И такую же операцию повторяем на задней стенке и на задней стенке наставки. Теперь необходимо профрезеровать нижние входы. Размеры будут в схемке. Делать я буду это в два этапа. Сначала прямой фрезой на 16. Сделаем основу до середины примерно. Затем переверну и пройду обгонной фрезой. Ну и предпоследний этап перед сборкой каркаса. В отверстиях на деталях крышки, на боковинах, которые мы делали для вентиляции, нужно установить с внутренней стороны сеточки. Следующий этап — сборка. Переходим к сборке. Собирать будем просто на шурупах.
заранее сделанные четверти. Дальше по такому же принципу собираем все остальное. Ну, в принципе, каркас и готов. Осталось сделать крышку, дно и порожки перед входом. Переходим к дну. Делать я ее буду все из тех же щитов, которые наклеил заранее. Общая длина у нас 92. Здесь по 15 миллиметров. Остается 890 миллиметров. Сейчас на циркулярке обрежу щит в нужный нам размер. И все так же прикручу его на саморезы. Пила у меня на угол не поворачивается. Большой фрезы у меня нет. Поэтому я просто срежу выступающую часть рубанком. Сделаю небольшой скос. Дно сделали, теперь нам нужна крыша. Крыша будет из фанеры, потому что здесь все равно утеплитель, а там уже по желанию заказчика обобьет железом или чем угодно. Фанеру я буду использовать 8-миллиметровую или десяточку.
Просто прикручу ее на шурупы. Welcome to the big house. Sorry for my English. Ну, а в целом работой доволен.